Почему вы рассчитываете выиграть? Потому что лучший игрок обычно выигрывает. Всем привет, с вами Романчес. Уже меньше суток осталось до первой партии между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном в битве за звание чемпиона мира по шахматам. И все самые лучшие моменты этой предстоящей битвы будут представлены для вас на нашем канале. Так что подписывайтесь, ребят. А сегодня мы разберем партию претендента и чемпиона, которая заставляет задуматься, насколько реальны шансы Яна Непомнящего. Ян Непомнящий начинает Е4, а Магнус применяет скандинавскую защиту, потому что он настоящий шахматный викинг. Далее размениваемся. После конь c3, ферзь d6. Здесь белые отвечают d4, захватывают центр и далее свободно развиваются. У белых уже неплохое дебютное преимущество. В этом и есть минус скандинавской защиты. Магнус отвечает конь f6, на конь f3 c6. И здесь после слон c4 Магнус играет слон g4. И тем самым связывает коня на f3. Но тогда Ян отвечает слон e3, чтобы при случае не потерять пешку на d4. После e6 играет уже h3. Начинает выпинывать слона, чтобы избавиться от связки. После слон h5 еще и g4. Ян не боится ослабления полей на королевском фланге. Ну и в принципе и правильно делает. Но тогда слон отходит на g6. И сейчас у белых появляется возможность разменять этого слона. Пока Ян играет ферзь e2, готовит 3-0. Магнус отвечает конь bd7. Далее Ян отвечает 3-0, а Магнус слон e7. Пока черные не прячут короля, но, видимо, готовится все-таки 2-0. И вот в этой позиции Яну нужно было сыграть слон d3. Тогда после размена мог получиться примерно такой вариант, где в результате белые у нас накатывают пешками на королевском фланге, а черные, соответственно, на ферзевом. Но в целом у белых здесь небольшое преимущество. Однако в партии Ян изобретает ход конь e5, и это явно не на Нобелевскую премию, потому что после размена на e5 он просто отдает пешку. Далее в партии последовал f4, но тогда ферзь c7, и в итоге непонятно, зачем белые отдали пешку. Однако можно было получить некоторую компенсацию, если сыграть далее h4, тогда мог получиться примерно такой вариант, здесь уже h5, далее f5, отдаем еще пешку, после слон c5 слон связан, получается король f8, размениваемся на e7, в результате у нас король немного застревает в центре, даем шах, и на g5 конь g4. Далее белые просто перекидывают ладьи на седьмую горизонталь, и в итоге отыгрывают как минимум одну пешку. Ну а у черных здесь не совсем понятная ситуация с ладьей на h8, но в целом это позиция с обоюдными шансами. Ну а в партии Ян отвечает просто ладья f1, видимо готовит f5. Но пока он готовится к атаке, Магнус уже накатывает пешкой, это b5. Ну тогда слон b3, далее еще и b4. Конь отходит на край доски. И здесь Магнус отвечает 2-0. А Ян накатывает h4. Здесь, по идее, нужно отвечать черным h5. Но Магнус определяет своего слона на куда более активную позицию и играет слон e4. Но в свою очередь Ян отвечает здесь g5. И это довольно слабый ход, он только на руку Магнусу. Вместо этого нужно было сейчас срочно Яну перевести плохого коня с края доски на c5. А тем временем Магнус переводит коня на d5. Это очень активная позиция и атакует сейчас слона на e3. Далее последовал слон d4, но тогда слон f5. И сейчас у белых зависает пешка на f4, чтобы ее защитить было достаточно просто сыграть слон e5. Однако далее последовал h5, и это какой-то фантастический зевок. Тогда Магнус просто забирает пешку на f4, атакован ферзь. После ферзь e3 забирает еще и на g5. В итоге слоны у черных уже просто звереют на глазах. Далее последовал король b1, ладья d8. Затем слон e5, атакуем ферзя. Магнус разменивается на d1 и играет конь d5, контратакуя ферзя белых. Тогда Ян отходит ферзь d4. Здесь последовал ферзь e7. Здесь белые забирают пешку на g7. Это, конечно, уже не спасает. Далее Магнус отвечает ладья d8. Опасный рентген на белого ферзя. И он не может уйти с этой диагонали, потому что защищает своего слона на g7.
Далее последовал h6. Здесь конь c3 шах. Но тогда bc. Белые отдают здесь уже и ферзя. И после слон f6 Ян Непомнящий признал свое поражение. И будем надеяться, что Ян в предстоящих партиях против Магнуса не допустит таких зевков и покажет свою лучшую игру. Если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!